Здравствуйте, я рад приветствовать вас на моем канале. В сегодняшнем видео вы увидите, как подключить несколько устройств по I2C шине к Arduino Nano. Для этого нам понадобится LCD-экран с I2C шиной, модуль часов реального времени DS3231, также Arduino Nano, батарейка для питания часов реального времени и 4 провода. Теперь необходимо все собрать по схеме. В конечном результате у вас должно получиться нечто подобное. Модуль часов я припаял к этой шине от экрана, чтобы не использовать провода. А провода от модуля я уже подключил к самой Arduino. Задействованы 4 и 5 аналоговые входы и также питание. Плюс 5 вольт и земля. Теперь подключим питание к нашей Arduino и приступим к программированию. После подачи питания на экране должна появиться полоска, в зависимости от того, какой у вас экран. Это будет либо одна полоска, либо две. У меня две, потому что у меня четырехстрочный экран. Для работы с Arduino необходима среда разработки Arduino IDE. Ее можно скачать на сайте официального представителя, она является абсолютно бесплатной. Чтобы продолжить работу с нашими девайсами, нам необходимо знать их адреса. Это можно сделать, загрузив на плату код, который вы видите на экране. Его можно найти свободно в сети. Для того, чтобы загрузить код, нам необходимо указать, какая у нас плата, какой у нас процессор и порт, по которому подключена плата к нашему компьютеру. Так, вот, порт у нас 6. После этого нажимаем кнопку «Загрузка». И внизу нам показывает то, что у нас идет компиляция кода. Если компиляция проходит успешно, идет дальше загрузка. Загрузка занимает некоторое время, и после нее мы можем уже по монитору порта посмотреть, какие адреса получили наши устройства. Также здесь пишет, сколько у нас памяти использует наш контроллер и сколько у нас осталось. Теперь посмотрим, какие адреса получили наши устройства. Как видите, наш сканер просканировал подключенное устройство и определил, что один адрес это 0x27, а второй 0x68. Как правило, 0x27 относится к экрану. Далее приступим к программированию самих устройств, которые нам необходимы. Для этого я уже подготовил код, но вам я его объясню, как он работает. Итак, прежде всего нам необходимо подключить библиотеки. Данная библиотека для работы с I2C экранами Liquid Crystal I2C. Далее нам, после того, как подключили эту библиотеку, нам необходимо определить какой-то экран и его адрес. Указываем адрес экрана 0x27, который мы узнали в предыдущем скетче. Указываем, что это 20-символьный экран на 4 строки. Если экран на 2 строки, здесь указываем число 16, а здесь число 2. После этого подключаем библиотеку для работы с часами реального времени. И эта библиотека позволяет не указывать адрес, а просто указать, что это модуль такой-то DS3231. После этого идет вызов функции setup, которая выполняется единожды во время загрузки контроллера. Delay означает то, что у нас перед загрузкой будет некая задержка в 300 миллисекунд. После этого мы указываем, что по какому порту мы будем работать на скорости 9600. Потом указываем, что начать работу с модулем часов времени, а дальше работать с LCD. Также при первоначальной настройке часов и экрана нам надо указать начальное время, которое у нас будет. К примеру, я указал 0 секунд, 0 минут, 12 часов. Допустим, укажем, что это у нас 19 февраля.
2020 года и день, допустим, у нас среда, третий день недели. После этого переходим к функции loop. Она отвечает за выполнение всего кода во время всей длительности работы. И повторяется она постоянно. В монитор порта мы отправляем данные, которые получаем с датчика времени. В формате таком: день, месяц, год, часы, минуты, секунды и день. Эта команда указывает на то, что мы устанавливаем курсор экрана на нулевой строке, нулевой символ. Это вот сейчас курсора экрана. Почему нулевой, а не первый? Потому что в языке программирования C исчисление идет с нуля. Поэтому указываем. В этой строчке это значение отвечает за число в строке, а это номер строки. Вот. После выводим, допустим, на первую строку формат такой же, как и в монитор порта. Потом устанавливаем экран на строчку ниже и уже выводим без дня и так далее. Данные также еще показать возможность работы с библиотекой. Я хотел по поводу того, что в данной библиотеке возможно использовать мигание. Допустим, вам нужно показать на экране, что какой-то вот параметр должен мигать и обозначить его. И это возможно при помощи вот данной вот функции TimeBlinkTime, при которой мы указываем, что семерочка это будет день недели мигать с частотой 4 Гц. Подробно какие функции возможны, это можно будет узнать в библиотеке. Да, к примеру, вот сейчас открою, покажу вам. Так, эта библиотека у нас называется Arduino. Вот, допустим, getTime. Она будет приложена в описании к видео. Можете потом ознакомиться. Вот. То есть тут все описано, как, что и как работает. И вот, допустим, если нолик, то это не мигают. Единичка, секунды, минуты, часы. То есть можно делать такую индикацию. Но не об этом сейчас. Так как это предварительная настройка, и мы указали, мы заливаем код в Arduino, как и делали в предыдущем видео. Это первый шаг. То есть мы установили такое время, а следующим шагом нам надо будет закомментировать эту строчку, чтобы каждый раз при перезагрузке устройства у нас не устанавливалось время, которое мы задали. Чтобы это время уже бралось из памяти контроллера, точнее датчика. Вот, то есть предварительная настройка завершена, а теперь загружаем еще раз этот же код, только уже с закомментированной этой строкой. И после того, как мы загрузим, я покажу, какой результат мы увидим на самом экране. Так, загрузка идет. Все, загрузка прошла. Сейчас вы увидите, что должно получиться в итоге. После успешной загрузки кода в память микроконтроллера на экране вы увидите следующие строчки. Первая строчка, как я и говорил, мы выводим полную дату, но без дня, потом дату без секунд, потом дату с мигающей днем недели. Так как мы указали с третьей недели среда, Игорь мигает среда на английском. И последний вывод, вот формат дата и день недели и время. Бывают также проблемы с отображением на экране. Не видно или просто квадратики. Для этого необходимо отрегулировать подстроечный резистор, который находится на шине I2C.
принципе, на этом заканчиваю свое видео. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Также, если возникли какие-то вопросы или предложения, буду рад обратной связи в комментариях или на почту.